Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами подборкой легких закусок на праздничный стол. Первой приготовим очень быструю закуску в корзиночках. Она максимально простая в приготовлении и очень вкусная. Берем петрушку и измельчаем ее ножом. Несколько веточек петрушки оставляем для украшения. Также вместо петрушки можно использовать укроп или сушеные травы по вашему вкусу. В миску кладем 200 грамм сливочного сыра. Можно взять, например, Филадельфию или крем-чиз. Насыпаем подготовленную зелень. Добавляем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Начинку хорошо перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем в кулинарный мешок. Вместо кулинарного мешка можно взять обычный плотный пакет. Отрезаем небольшой кончик. Начиняем тарталетки. Я использую песочные тарталетки, но можно взять и вафельные. Для этой закуски лучше всего подходят небольшие по размеру корзиночки. Этого количества начинки мне хватило на 17 тарталеток. Помидоры черри разрезаем на четвертинки. На каждую тарталетку кладем по дольке помидора. Сбоку закуску украшаем листиком петрушки. Готовую закуску красиво выставляем на блюдо, подаем на стол. Тарталетки получились очень красивыми и вкусными. Готовится буквально за 5 минут, и ингредиентов совсем немного. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно и свежо. Вторыми приготовим очень вкусные и быстрые бутерброды с сыром и помидорами. 200 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр, но можно взять и любой другой. К сыру добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Также сюда по желанию можно добавить укроп. Приготовленную массу выкладываем на ломтики багета. Я их предварительно поджарила в тостере. Также багет можно поджарить в духовке или на сковороде. Этого количества начинки мне хватило на один длинный багет. 4-6 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем на сырную начинку. Сверху бутерброды украшаем листиками петрушки. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными, сытными и яркими. Нежный сыр, пропитанный ароматом чеснока, идеально сочетается со свежими сочными помидорами. Готовятся эти бутерброды максимально просто и быстро, но их насыщенный вкус и яркий вид никого не оставят равнодушными. Третьим приготовим нежный рулет, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Он прост в приготовлении и по-настоящему праздничный. Готовится рулет из самых доступных продуктов. Сначала приготовим начинку для рулета. В закипевшую воду солим примерно половиной столовой ложки соли. В воду кладем 300 грамм куриной печени. Я ее предварительно помыла. После закипания воды варим печень примерно 15 минут. Готовую печень вынимаем из воды и оставляем немного остыть. Жидкость не выливайте, она нам еще понадобится. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. В
чашу измельчителя кладем вареную куриную печень и пассерованные овощи. Наливаем 3 столовых ложки жидкости, в которой варилась печень. Измельчаем. Смотрим на консистенцию. Если нужно, то доливаем еще немного жидкости. Измельчаем. Сюда же добавляем примерно 70 грамм мягкого сливочного масла. Опять измельчаем. Пробуем на вкус. Если нужно, то еще немного солим. И перчим черным молотым перцем. Измельчаем. Печеночный паштет готов. Готовим клюквенный мусс. В сотейник насыпаем 100 грамм клюквы. Я использую замороженную клюкву. Наливаем 90 мл воды и насыпаем 80 грамм сахара. Все ставим на огонь. Когда ягоды станут мягкими, раздавливаем их ложкой. Варим на среднем огне после закипания примерно 15 минут. Получившуюся массу сразу же еще горячей перекладываем в сито. Клюквенный соус перетираем через сито. Оставляем остывать при комнатной температуре. Теперь приготовим корж для рулета. В миску разбиваем 4 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара. Все немного перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 180 грамм муки и наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем, насколько это возможно. Наливаем примерно 1/4 часть теплого молока и перемешиваем. Как только все перемешалось, добавляйте еще немного молока. Все сразу молоко не добавляйте. Благодаря именно этой последовательности добавления ингредиентов в тесте не будет комочков и его легко замесить венчиком вручную. Всего понадобится 360 мл молока. Приготовленное тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 42 на 35 см. Тесто распределяем по противню и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Через 15 минут опускаем температуру до 180 градусов и печем еще 15 минут. Готовый корж вынимаем из духовки и оставляем остывать. Остывший корж снимаем с пергаментной бумаги и переворачиваем вверх дном. На него наносим приготовленный клюквенный соус. Равномерно его размазываем по всему коржу. По желанию такой рулет можно готовить и без клюквенного соуса. А вы, если бы готовили такой рулет, то сделали бы с клюквенным соусом или предпочли бы без него? Напишите свое мнение в комментариях. Дальше наносим печеночный паштет. Его тоже равномерно распределяем по коржу. Все скручиваем в плотный рулет. При скручивании стараемся сильно не сдавливать, чтобы начинка не вылезла из рулета. Готовый рулет заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник застывать. Я поставила на целую ночь. Рулет застыл, достаем его из пленки. Нарезаем порционными кусочками толщиной около 1 см. Рулет выкладываем на блюдо и подаем на стол. Этот рулет получается не только красивым, но и невероятно вкусным. Сочетание нежного теста, воздушного паштета и клюквенной кислинки делает этот рулет по-настоящему особенным. Попробуйте приготовить, уверена, что он вам точно понравится. И расскажите в комментариях, что думаете. Буду рада вашим лайкам и отзывам.
Четвертый приготовим быструю закуску из сладких перцев с начинкой. Она выглядит красиво и отлично подойдет на праздничный стол. Такую закуску по достоинству оценят все гости. Сначала приготовим начинку. 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 5 вареных яиц трем на крупной терке. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В миску кладем тертый сыр, подготовленные яйца и насыпаем укроп. Немного солим. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Начинку заправляем майонезом и перемешиваем. Для этого количества ингредиентов мне понадобилось 6 столовых ложек майонеза. Начинка готова. 3 крупных сладких перца моем и разрезаем пополам. Аккуратно вырезаем плодоножку с семенами. Я для этой закуски взяла 2 красных перца и 1 желтый. Подготовленные половинки перцев заполняем приготовленной начинкой. Начинку кладем плотно и без пустот, чтобы потом она не выпадала. Количество начинки зависит от размера перцев. Ее может понадобиться немного меньше или больше. Каждую начиненную половинку перца разрезаем на 4 части. Сначала режем пополам, а затем каждую четвертинку еще раз пополам. Закуску красиво выкладываем на большое плоское блюдо по кругу. В серединку тоже выставляем перец с начинкой. Для красоты в промежутках между закуской кладем веточки укропа или листики петрушки. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска перца с начинкой получилась по-праздничному красивой и очень вкусной. Пикантная сырно-яичная начинка и сочный хрустящий перец отлично сочетаются между собой. Готовится она просто и быстро, а с ее приготовлением справится каждый. Эта закуска на столе долго не задерживается, обязательно ее приготовьте. И последними приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. 1 помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем. Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол.